Ну, на мой взгляд, в первую очередь быть мужчиной значит, что ты можешь быть опорой, в первую очередь, наверное, самому себе. Ну, как в известном анекдоте, мужчина – это тот, у кого деньги есть. Родился мужчиной и был мальчиком в детстве, а потом из мальчика перерос в юношу, а потом из юноши уже стал взрослым мужчиной. Вне зависимости от какой-либо ситуации, даже если грозит какая-то опасность физической расправы, человек должен уметь постоять за себя, иметь в себе стержень. Но зарабатывать, защищать и творить, изобретать что-то. Людям, которые тебя окружают, которые тебе близки, ты должен их поддерживать, по мере возможности оказывать им помощь, заботу какую-то проявлять. В первую очередь это, я считаю. Без этого мужчиной ты являешься номинально, но если ты не способен опираться хотя бы на себя сам, то у тебя большие проблемы, я считаю. Самая важная часть того, что такое быть мужчиной. Все эти года, когда ты был маленьким мальчиком. Не столь важна какая-то физическая, возможно, подготовка или другие факторы, а просто сила воли, когда человек может ответить на вызов общества или человека, неважно. Мне, конечно, бывает приятно от того, что я что делаю, но я никогда не думаю, что это был мужественный поступок. Не знаю, я как-то... У меня нет такого фона в голове. Да я в все моменты поступаю как мужчина, никогда не чувствовал женщиной. Ну, если убрать контекст вот этой силы воли, возможно, тогда, когда я стал жить самостоятельно, когда съехал от родителей. Таких мелких моментов происходит много каждый день, потому что каждый раз, когда ты себя сознательно в чем-то ограничиваешь, когда ты, например, отказываешься от какого-то легкодоступного удовольствия, потому что понимаешь, что в долгосрочной перспективе ничего, кроме страданий, ты от этого не получишь. Но очень рад, что я мужчина, потому что женская доля, мне кажется, что гораздо тяжелее, чем у мужчин. И стал нести ответственность сам за свои поступки полностью. Вот думаю, с этого момента можно, возможно, расценивать это как поступки мужчины. Хотя не думаю, что это зависит от возраста, у всех по-разному. В основном, я думаю, от культурного влияния и от воспитания зависит это. Ну, когда дети рождались, это потом, когда женщина просит у тебя помощи, когда дети просят помощи, то есть когда я могу кому-то помочь, вот это я ощущаю себя мужчиной. Но опять же, я же не знаю, что такое мужественные поступки. Что такое мужественный поступок? Что такое поступать мужественно? Мне кажется, мы это не обсуждали. А это без этого как-то непонятно. Когда ты поступаешь мужественно, а когда не мужественно. Когда ты преодолеваешь сознательно какие-то проблемы, трудности, лишения, в такие моменты, пускай каждый раз по чуть-чуть, но ты поступаешь все равно как мужчина, потому что ты проявляешь свою волю в первую очередь. А воля — это, на мой взгляд, одно из важнейших качеств. Для всех людей, но для мужчин это, мне кажется, критически важно. Ругаю. Ну, слишком немужественно, наверное, такого не бывает, но
не совсем, не на полную катушку развернул. Жалею иногда, что можно было сделать лучше. Да, бывает, честно говоря, такое, потому что бывают всякие моменты, и не все из них, наверное, можно как-то попытаться объяснить с других позиций, и ты понимаешь, что в некоторых случаях нельзя договориться со своей совестью, и ты понимаешь, что ты действительно поступил немужественно, и тебе от этого не очень хорошо. Я думаю, да, у меня такое бывает иногда, когда я потом осознаю, что должен был быть более жестким в принятии того или иного решения. Несомненно, да, бывают такие случаи. Другой вопрос, что, наверное, не всегда критерии мужественности мой личный и общественный совпадают. То есть я могу поступить немужественно с точки зрения социума, но зато это будет мужественно в моих глазах. И наоборот. Поэтому да, такое происходит, но я стараюсь не ругать себя за то, что я ругаю себя. А какие это обычные ситуации? Что вызывает такие чувства? Ну, обычно бывает, что надо бы место уступить, но уже сам не могу стоять по возрасту. И тут я переживаю. Это такие ситуации, когда ты понимаешь, что все, что тебе, в общем-то, нужно, это преодолеть первоначальный страх. Но бывают такие ситуации, когда тебя начинает понемногу сковывать, и ты, несмотря на то, что ты осознаешь, что сделать этот шаг, в общем-то, совсем несложно, ты его не делаешь, и потом ты стыдишь себя, ругаешь себя и обещаешь себе больше так никогда не делать. Ну, это, конечно, так, шутя, ну, наверное, отражает что-то. Свою немощь, когда ощущаю, тогда переживаю это. Ну, я думаю, что если говорить в таких терминах, то мужчины должны следовать тому, что сделает их хорошими отцами. Потому что, пожалуй, остальные какие-то навыки и умения они могут разделять с женщинами, а вот все-таки женщина, отец не получится, а из мужчины получится. И поэтому, мне кажется, это самое важное, что может сделать мужчина в своей жизни. Да, я думаю, несомненно, должен быть некий кодекс, составленный лично для самого себя, которого стоит придерживаться. Некие постулаты, то есть принципы чести некоторые, уважения. Ну, в принципе, да, вот я думаю, у меня есть такой кодекс, я его придерживаюсь. Не перехожу какие-то границы в общении с другими людьми. Мне на ум приходят первым делом какие-то пафосные фразы а-ля «следуй зову сердца» и так далее. Нет, вообще, если серьезно, то я думаю, что мужчины должны следовать в первую очередь опять-таки своим каким-то критериям, своему пониманию того, чего они хотят вообще от жизни, своему какому-то видению мира и с осторожностью при этом относиться к тому, что говорят другие люди, потому что, к сожалению, далеко не всегда они правы. Есть огромный список, что они, ну, главное бы не подлечить, конечно, вот это ненавистное такое. И ни в коем случае не насиловать ни психически, ну, ни психологически, никак. Это не признак мужественности. Я думаю, что женщины ожидают от мужчин поддержки, какой-то уверенности в тех вещах, в которых они сами не уверены.
чувство безопасности, чувство спокойствия, заботы и, конечно, внимания. Надежности. Вот. Веры, чтобы ему можно было верить. Это вот самое, и чтобы он держал свое слово. Обещал любить вечно, значит люби вечно. Мне кажется, каждая конкретная женщина ожидает чего-то своего, потому что у всех разные потребности, у всех разные желания какие-то. И разные мужчины просто рядом с ними находятся. Поэтому какое-то общее ожидание, ну, наверное, каких-то общечеловеческих качеств, которые ожидают все люди друг от друга. Порядочность, верность, сила духа, способность не драматизировать, как-то держаться на плаву в стрессовой ситуации. То есть, ну, такие универсально привлекательные, мне кажется, качества. Я думаю, что вопрос достаточно размытый, потому что, ну, сложно всех как-то классифицировать в одну какую-то социальную группу, у которой одни требования к мужчинам. Но если... Я не обладаю никакими статистическими данными, но лично из моего опыта, я думаю, что это в рамках межличностных отношений, партнерских, я думаю, что это в первую очередь готовность уделять время своему партнеру и внимание. Ну, это защитник, добрый человек. Вот. Но мне кажется, что любят не жадных еще. Чтобы был добрый, но не все распродавал налево и направо. Ну, готовность, я думаю, защитить своего партнера. И, как я уже говорил ранее, уделять время. Ну, я думаю, что есть. Недаром ведь появился такой термин, как токсичная маскулинность, когда мужественность объявляется чем-то агрессивным, безобразным, животным. Поэтому, да, конечно, есть. Упрямство, самонадеянность, не держит слова, когда обещает и не делает. Вот это женщину просто унижает. Ну, так мне кажется. Ну, опять-таки, сложно ответить на такой вопрос. У всех свои тараканы в голове. Я думаю, что это излишняя некоторая гиперопека, что ли. Вот эта маскулинность, она бывает не столь к месту, что ли, потому что никому не нравится, когда тебе указывают, что делать, в том числе и женщинам. И лично я это право уважаю. Но опять-таки универсальных качеств нет. То, что оттолкнет одну, и она подумает: Господи, не подходи ко мне больше, другая найдет это очень привлекательным. Поэтому таких универсальных качеств, я считаю, не существует. Я думаю, какого-то более понятного образа мужчины не хватает. Все-таки мы будто бы его растеряли, он весь рассыпался, теперь непонятно, где мужчины, где мальчики, где подростки, а где еще непонятно что. Ну, я бы со своей точки зрения, чего мне не хватает, наверное, как говорится, это ума, то есть дальновидности, прогнозирования развития событий. Но это мое личное мнение. Авторитетов, наверное, каких-то. Потому что ты не станешь, скажем так, опытным человеком, если ты не будешь
принимать во внимание опыт других людей. То есть вся наша жизнь — это, по сути, получение опыта. И мальчикам, когда они еще совсем в юном возрасте, критически важно, мне кажется, чтобы рядом с ними оказались правильные люди, которым они могут прислушиваться и которые действительно будут давать какие-то годные советы. Потому что немало примеров известно, к сожалению, когда при отсутствии такого человека в окружении жизненный путь мальчика заходил куда-то вообще не туда. То есть авторитетов и ориентиров жизненных, что ли, каких-то. Потому что раньше все было просто. Раньше ты либо должен был идти на войну, либо ты должен был, как ты уже сказал, пахать в поле. И все было просто. Ходить в церковь, и на этом, в общем-то, все очень четко, все очень расписано, очень структурировано. Сейчас этого нет. И многие мужчины оказываются в ситуации, когда они не понимают, в какую сторону идти. Они не понимают, как свой жизненный путь выстраивать, на основании чего. У них нет вот этого вот устойчивого понимания, грубо говоря, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, что нужно, что не нужно. И из-за этого, опять же, они часто попадают в не очень приятные ситуации. Я думаю, что уверенности в себе, опять-таки, потому что лично из моего окружения все мужчины, приятели мои, знакомые, они обладают такими качествами, как решимость, готовность к действиям радикальным некоторым в принятии вопросов. Но в то же время те люди, с которыми я общаюсь, я замечаю такую тенденцию, что они в некотором плане нерешительны, подвержены влиянию какому-то, то есть извне. Когда им говорят, их критикуют их действия, они поддаются на эти призывы, что ли. И таким образом размывается их личность, они становятся подверженными всяким влияниям. Но я думаю, что нужно иметь свою точку зрения и позицию, и придерживаться ее в первую очередь. Ну, мне кажется, что они меньше честь свою защищают. Ну, поединки были в моде, ну, много было чего, а сейчас мужчины, да, плевать, да. Вот это, ну, не все, конечно. Я не знаком ни с одним мужчиной из прошлого. Ты знаешь какие-то мужчины из прошлого? Я знаю своего отца, например. Прошлое, насколько? На одно поколение назад? Например? Ну, видишь, тебе повезло, я даже не знаю своего отца. Так что я первый мужчина, с которым я знаком. И в отличие от мужчин прошлого, я отличаюсь тем, что я существую. Ну, если говорить о мировоззрении в целом, то мужчины современные, конечно, стали гораздо мягче. И я не говорю это как что-то плохое или что-то хорошее. Это просто констатация факта. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но, на мой взгляд, это действительно произошло. И, наверное, так не могло не произойти, потому что очень сильно меняется вокруг нас среда, и ее влияние неизбежно приводит к каким-то изменениям как в мужчинах, так и в женщинах. Я думаю, в требованиях от общества, в первую очередь. Ведь всем известно, что раньше в древности и в средних веках мужчина был в первую очередь воином, добытчиком, то есть некоторым защитником семьи, что ли. Вот. Я думаю, сейчас это понятие немного размылось, если не значительно. Везде по-разному, в зависимости от культурных каких-то особенностей народных. Но
Например, лично для меня, например, я не думаю, что как-то это значение вот этого вот мужчины-защитника как-то изменилось. Я думаю, что как бы все так же. Но если мой партнер, например, женщина, захочет быть тоже воином, там, защитником, я не буду ей препятствовать. В принципе, это уважаемо. Я готов уважать ее позицию. Ну, не то, что давят. Иногда они бывают довольно утомительными, честно сказать. Но в то же время я понимаю, что многие из этих принципов, большинство, я бы даже сказал, из этих принципов, не взялись на пустом месте. То есть я считаю, за большинством тех самых принципов, которые имеются в виду, когда речь идет о мужчинах, в них действительно есть рациональное зерно, и этим правилам полезнее следовать, чем бунтовать против них. Давят, давят. Но я думаю, что в лучшую сторону они меня меняют. На меня, да, я думаю, немножко давят. Я чувствую какое-то давление со стороны. Не знаю, с какой, но, возможно, это именно сторона общественных стереотипов. На самом деле вопрос двоякий, то есть общественные ожидания, они могут быть как и положительными, так и отрицательными. То есть в иных случаях от меня ждут некоторых действий, и когда мне приходится их исполнять, да, это, несомненно, неприятно. То есть, что я должен помочь девушке в переулке, если на нее разбойники напали. Я не знаю, что еще. Что еще должен мужчина? Работать, наверное. Ну, я думаю, да, иногда мне приходится сталкиваться с требованиями общества, и иногда, да, мне бывает неприятно. Но я понимаю, что это вынужденная мера, поскольку я хочу находиться в обществе, и мне приходится подчиняться некоторым правилам негласным. Но от меня ждут всегда больше, чем я могу сделать. Вот это вот меня расстраивает. Вот. И внуки, и жена, и дочь. Я стараюсь, но мне кажется, что они хотели бы, чтобы я больше делал. Ну, например, что я должен быть воином. В целом, я думаю, что эти общественные ожидания в рамках воспитания, они адекватны в большей части. Но все зависит от конкретных ячеек общества, везде все по-разному. Например, я не согласен с той позицией, что мужчина должен отслужить в армии, чтобы его, как бы он нравственно созрел. Я думаю, что это ложь. Для этого не обязательно тратить год жизни, ходить в зеленке. Вот так. Я бы сказал то ожидание, что мужчины должны быть главными, должны быть решительными, должны сразу знать, что им нужно, чего они хотят. И такое ожидание, что будто бы мужчины должны доминировать в чем-то. Хотя я бы не сказал, что мне это близко. Ну, физические нагрузки отлично помогают. Любые. Кому что нравится на самом деле. Кому-то помогает спортзал, кому-то помогает пробежка, кому-то помогает спарринг. Но физические нагрузки — это, в общем-то, на мой взгляд, одна из важных довольно частей, из которых состоит мужчина, должен, по идее, состоять в идеале. Потому что без физической нагрузки очень быстро происходит сначала телесная деградация, потом за ней нередко идет и духовная деградация. Поэтому в первую очередь с помощью физических нагрузок, кроме того,
полезно быть по жизни оптимистом, насколько это возможно. И когда в твоей жизни возникают какие-то не очень желательные эмоции, то ты не погружаешься в них с головой, а ты при этом осознаешь, что хоть это и неприятные эмоции, но они не бесконечны, и рано или поздно обязательно будет лучше. Ну, я начинаю думать о том, что создан целый мир, космос, планеты, звезды. И тут какие-то сложности, мне кажется, уже сразу микроскопическими по сравнению с тем масштабом, который Бог создал для меня. Он для меня эту землю создал. Вот так. Ну, для меня такой отдушиной является музыка, я думаю, потому что я могу к ней обратиться в любой момент за помощью. И музыка, она многогранна, поэтому под конкретные случаи я просто включаю любимых исполнителей и слушаю музыку. А потом, если это мне не помогает, ну, что маловероятно, я обращаюсь за помощью к друзьям. Я проглатываю их, и через какое-то время они рассасываются в моем теле. Думаю, как-то так. Другим мужчинам я бы пожелал, в первую очередь, быть довольным тем фактом, что ты мужчина, радоваться этому факту, гордиться даже, можно сказать, этим фактом, потому что, на мой взгляд, мужская роль, как в принципе и женская, это очень, даже не почетно, дурацкое слово какое-то, это классно. То есть у каждой роли есть свои плюсы, свои минусы, свои обязанности, свои права. И не нужно стыдиться своей мужественности, не нужно бояться выражать ее в разумных пределах. И все будет круто. Поменьше им общественного давления и поменьше разнообразных и противоречивых стереотипов. Не знаю, пусть будет так, как-то так. Не знаю, мне трудно желать что-то мужчинам будущего. Я думаю, они сами лучше меня будут знать, чего им не хватает и чего им будет нужно. Уверен, там будет все необходимое, чтобы им не понадобилось. Сформировать себе внутренний стержень, не быть амебой пассивной и идти вперед, несмотря ни на что. Настойчивости, честности и успехов, чтобы удача еще была.